question because I can't I don't have any like reason live in Silicon Valley right now because it's very like. I understand. I've been there. Yeah. I'm from there, right? Yeah, I've been there. Santa Cruz is beautiful. You'll love it. Yeah. Beach Ребят, мы в everywhere, прямом эфире. and it's like a Sorry, sophisticated small town with a university there. I very like it. Santa Cruz is maybe best city in the world for me. Maybe I very like Yeah, it. beautiful. Yeah. Oh, you'll love it. Yeah, John still lives there. Okay. Still live John. John still lives there. Yeah, he still lives up in the mountains. Cool. Окей, ребят, мы в прямом эфире. Фрэнк, я тогда начинаю. Ольга, скажешь, да? Я сегодня очень рад, на самом деле, что нашлось время у одного из моих, наверное, самых таких крутых учителей. Вот, я расскажу сейчас короткую предысторию о том, как я познакомился с тем, что Фрэнк придумал совместно с группой других умных людей. В 11 классе у меня там папа мне дал какой-то бонус, и мне и брату ровное количество денег дал. И мы должны были распорядиться этими деньгами, ну, кто как захотел. Мой брат купил себе велосипед. Это был 11 класс. Я учился в 11, а он тогда, получается, в 9, он на 2 года младше. А я купил себе тренинг по НЛП. И это были все мои деньги, это очень большие деньги были. Но с того момента я узнал много нового о психологии, потому что это было мое первое знакомство с психологией. Я считаю, это было самое правильное знакомство. И с тех пор я очень много применяю вот, из НЛП разных техник для управления своим состоянием, для выработки продуктивного состояния, да, там, для принятия решений, для снятия моделей, для обучения, для многих других вещей. И как раз Фрэнк приехал к нам, в наш город, в Уфу, я был рад помочь организовать его мероприятие тоже, да, там мы рассказали все свои истории, хотя организаторы были не мы, да, но мы там помогали, чем могли. И мы очень познакомились, подружились с Фрэнком, и когда вот мы начали это движение, вот, создание вот этого сообщества, да, Фрэнк знал об этом и сам позвонил и предложил какую-то помощь. И я сказал Фрэнку, что я думаю, что сегодня самое ценное людям было бы именно получить психологическую помощь, о том, как правильно сегодня уживаться с родными, с близкими дома, да, работая, живя на карантине, как правильно вот со всеми вызовами, которые нам Вселенная дает, сегодня от этого всего давления, как находить в себе силы и двигаться дальше эффективно. Я очень рад, что Фрэнк сегодня нашел время и встретился с нами. Пару слов Фрэнк скажет, я начну вопросы задавать. Yeah, sure. It's a pleasure to join you guys. And Ruslan, I really have a lot of pride in your accomplishments and what you're doing. And if I can be of some minimal amount of help to the folks on your database, on your network, then I'll be happy to do that. Рад, ребятушки, очень присоединиться к вам. На самом деле, когда узнал, что Руслан сделал то, что он сделал, очень сильно порадовался его успехом. Вообще, Руслан, как только появится возможность мне хоть как-то быть причастным к тому, что ты делаешь, с радостью говори. Отключусь. Спасибо большое, Фрэнк, спасибо. Очень круто, я очень рад, что реально вот это время, оно оно нас объединяет, и я очень хочу быть полезным, и очень приятно тоже. Спасибо, Фрэнк. Ну, давай вот начнем с вопроса, да, вот именно про психологию. Сегодня многим семьям приходится значительно больше времени вместе проводить. И как я слышал, количество разводов увеличилось на 30% сразу после того, когда завершили карантин, то есть все ЗАГСы и так далее были очень востребованы не для свадеб, а для разводов. Вот. И понятно становится, что вот это психологическое давление, которое мы испытываем по всем сферам жизни одновременно,
Ну, то есть с ним как-то надо уживаться. И я лучше человека на свете не знаю, который мог бы дать, ну, какой-то правильный совет, который бы я сразу применил бы и руководствовался им. Поэтому мне очень интересно этот вопрос, даже не только потому, что я думаю, что это интересно нашим зрителям, но в первую очередь самого тебя. Yeah. It's very important that the people understand when their life situation changes, when all of a sudden they're together much more than they were before. Для людей важно осознавать, что тогда, когда меняется их жизненная ситуация, тогда, когда они начинают совместно проводить гораздо больше времени, нежели они проводили ранее. That all of the rules and all of the normal behaviors that they had in their marriage are no longer valid. They don't work anymore. Те правила, те установки, да, те договоренности, которые у них имели место в отношениях, в браке, они перестают быть актуальны, они больше не релевантны. It's really important that you not just go on acting as if you're the same couple you were before, because you're not. Очень важно не продолжать, да, двигаться в старом русле, делая вид, что вы та же супружеская пара, которой вы были до, потому что это уже не так не актуально. It's really important that the couple is able to, once they realize that they're going to be together a lot, forcefully, then they have to sit down and basically make a new marriage, make a new set of rules for their relationship. Okay, we used to do this, and we used to have separate time, and we used to make these decisions and those decisions. Для пары очень важно сесть и обсудить, то есть сказать, хорошо, тот брак, который, да, мы знали, та ситуация, в которой мы были, где вы могли выйти по своим делам, выехать, на время разлучиться, заниматься каждый своими вещами, уже не актуальны. Вещи изменились, и у нас нет выбора. Это не наш выбор, мы имеем ту ситуацию, которую мы имеем. This is new, this is different. Это что-то совершенно другое, что-то совершенно новое. So we have to talk with each other about, okay, what's going to be different? How are we going to understand each other differently? What's our new contract? Садимся и разговариваем. И говорим, хорошо, что у нас меняется, каков наш новый уговор, да? Новая договоренность, новый контракт, как бы новый брак. How do we share space? Как мы собираемся разделять пространство, в котором мы вынуждены находимся совместно. How do we get privacy from each other? How do we do it? Как мы в состоянии сказать, сейчас только мое время или только мое пространство, и никто туда не заходит, даже ты. How do we do things together? Who's the boss now? И кто теперь в доме хозяин? Who's the boss of this and who's the boss of that? Кто отвечает за это, кто номер один в какой сфере жизни, кто отвечает за это, кто за то. The worst thing that can happen is if the two people both try to control at the same time. Худшее, что может произойти, два капитана на одной лодке. And basically you need to divide up all the little things. In this situation, you're the boss. In that situation, I'm the boss. По большей части разделите сферы влияния. В этих вопросах, в этих ситуациях за тобой последнее слово. В этих решаю я. And in the issues where you're boss, I agree to say yes, ma'am, yes, sir, and do what you tell me. В тех областях, в тех сферах, где капитан ты. Я говорю да, мэм, или да, сэр. Ты говоришь, что мы будем делать. Я соглашаюсь и делаю так, как ты решил. And that we make that agreement as comfortably as possible. И мы стараемся заранее оговорить эти ситуации настолько комфортно, насколько это вообще реально. And then we need to figure out together when we have a disagreement or when we're uncomfortable about something, how are we going to talk about that? What are we going to do? Следующий пункт. Тогда, когда я не согласна с тем, как ты решил, что ты предпринимаем, если твое решение меня не устраивает. And one of the things that married couples almost never do in normal circumstances, they need to do when they're locked together with each other. И одна из тех вещей, до которых никогда не доходят пары или супружеские пары, что однозначно они уж не будут делать в нормальной жизни, но что им придется сделать в этой новой ситуации. This might sound silly. Может звучать как смешная какая-то вещь, да? But it can be really, really important. Но на самом деле она очень много может изменить и быть очень важной. If every day I can find something about my partner that I really like. Найти и заметить что-нибудь одно, что я в состоянии заметить или вспомнить, что мне something that she does. Абсолютно нравится в моем партнере. One of her habits. Что-то, что она делает, одна из ее привычек. And if I notice it, and if I can tell her, you know what? Если я в состоянии это заметить и сказать, а знаешь что? I love the way you do this or the way you do that. It's really, really wonderful.
так классно у тебя получается вот это или вот это. Мне очень нравится, как ты решаешь ситуацию здесь и здесь. And each person tries to remember at least once, maybe twice a day, to find something about your partner that you really, really like and Каждый tell them. человек в паре минимум 1 или 2 раза должен в день находить минимум 1-2 вещи, которые ему искренне нравятся во втором человеке, во втором партнере. Sadly, what most of us do when we're pressured together is we start recognizing things that we don't like. Первое, с чего начинается совместное проживание, озвучиваем вещи, которые нам не нравятся и которые нас не устраивают. And then we start to talk about those. После этого мы начинаем не только замечать, а еще и озвучивать. Excuse me, why do you do that? That's stupid. Объясни мне, зачем ты вот это сделал сейчас? Ну, кто так делает? I've watched you do that for 3 or 4 days now, and I just can't stand it any longer. Третий день я уже пытаюсь молчать, но я же не в состоянии уже выдержать, больше терпеть не могу. Okay, and those withholding the negatives, Вот эта ситуация, где ты держишься за негатив, or even thinking about the negatives, пытаешься не высказать, whether даже you say them or думаешь, not, вне зависимости от того, озвучиваешь ты это или нет, is going to lead to a fight, рано или поздно приведет к ругани. or it's going to lead to being discomfortable. Или приведет к uncomfortable. ситуации, да, где людям некомфортно. So no matter how funny it feels, or no matter how silly it seems, Ребята, once or twice a day, wow, I really like this about you. какой бы, да, смешной ни звучал этот трюк, обязательно, даже если поначалу будет казаться, что да что за детский сад, да, обязательно вынуждаете себя 1-2 раза ответить себе на вопрос, какова привычка, каковы характеристики, 1 или 2, и озвучить это мужу или жене. Second, and in the same category, but not with words, Второе, уже не словами, но тоже из этой области. please remember to touch each other in a pleasant way, at least once or twice a day, when the other person is willing to have that happen. Пожалуйста, напоминайте себе о том, что тогда, когда вы в состоянии заметить, что второй человек вообще-то способен воспринять то, что вы собираетесь сделать, прикоснуться к человеку или обнять, как способ сказать: ты мне нравишься, я тебя люблю. So, for example, Например, we're in the house and I'm with my wife or my mother or whoever that might be, мы or my вдвоем, son, я or my дома, child. жена или мама, или кто бы там ни был, ребенок. And from time to time, I might want to say to one of them, you know, if you're ready, when you're ready for a hug, I'd really love to give you a hug. Попробуйте сказать второму человеку, когда будешь готов, когда будешь готова, я хотел бы тебя обнять. I just love to hold you. Мне очень нравится тебя обнимать. And if that's okay for you, that would be really nice. Если нормально, сейчас подойдет, я хочу тебя обнять. Когда будешь готов, скажи. And so you're not just walking up and grabbing a person, you're telling the person. Не подходите, не вешайтесь на человека, не хватайте их за руку, не отвлекайте их от дела. When you feel ready for that, I'd really love to give you a hug. Скажите человеку, когда освободишься, мне очень хотелось бы тебя обнять. And when you hug the person, hug them because you care. Hug them because you're partners. Hug them because you know you love this person. Обнимите человека с одной единственной целью. Это ваш муж, это ваша жена, вы выбрали жить вместе, этот человек вам дорог, человек вам нравится, вы человека любите. And let yourself feel that. В тот момент, когда вы человека обнимаете, позвольте себе получить ощущение, вспоминая: я его люблю. When you separate, Когда вы не рядом. either with your face, if you're good at that, or with your words, gentle words, say, thank you, that was wonderful. Лицом или словами, когда уже все, вы обняли человека, вы уже расходитесь. Спасибо. И мне это очень важно. Sometimes you can do it with a smile, Иногда это можно сделать просто улыбкой, or a look, иногда глазами, and sometimes a soft, gentle, personal words. иногда просто теми словами, которые приятны только этому второму человеку. Remember, with this new relationship, you have to build new ways to appreciate each other, new ways to make positive contact, because the ways you used before won't work. В этих новых отношениях, в этом новом сценарии семьи, в этом новом сценарии взаимодействий старые способы общения уже не работают, правила изменились. I know a lot of couples who have signals for being good to each other. Я знаю супружеские пары или пары, которые выработали уже собачьи рефлексы относительно того, как сказать второму человеку: ты мне нравишься. And when you're together all the time, those signals won't happen. Когда вы под одной крышей 24 часа в сутки, второй человек этих собачьих команд не получает. When I come back from the store,
Если я прихожу с магазина, and I'm carrying и у something, меня что-то в руках, and I notice you're carrying something, я and I замечаю, say, что ты несешь что-то в руках, let me help you with А я that, говорю, and I carry it together. давай я возьму, и мы вместе все это будем нести. And you smile at me, and I smile at you, and Ты you say, улыбаешься thank мне, you. я улыбнусь тебе, как мне говоришь спасибо. Well, if you're not doing that, there's no signal to have that contact. It doesn't happen. Тогда, когда у вас больше не возникает совместных походов в магазины, вы больше не привычной вам ситуации не даете друг дружке эти сигналы, значит, вы перестали находить другие. I come home from work, Я обычно прихожу домой с and it's time to работы. say, hi, Время hug, сказать love you, привет, love you. обняться, я тебя люблю. Well, I'm not coming home from work, Подожди, но я перестал приходить с работы. so we don't do it. Значит, перестали меня обнимать. When the children come home from school, Когда дети приходили из школы, it's a celebration. это празднование. It's, oh, hi, how was your day? Привет, Nice. да, школа. But the kids aren't going to school, Но so дети it doesn't в школу happen. не ходят, значит, их не обнимают больше. And so all the little signals that we build up in relationships, especially the positive signals, they're not there. Большое количество вот этих команд, большое количество тех сигналов, к которым мы, безусловно, привыкли, они перестают иметь место быть. So we have to build new ones. Соответственно, нужно создавать новые. Okay, and the more of those little beautiful interactions we have, the more able we're going to be in a confined space together. Чем больше красоты, чем больше моментов радости и чем больше празднований в вашей семье, тем больше радости и удовольствия вы получите от того, что вы как сельди в одной бочке. Agree on private time. А говорите заранее, когда ваше время, только ваше, где никто вас не беспокоит, никто к вам не If you have a подходит. second room, Если у вас есть второе помещение, вторая комната, then it's easier тогда все проще. because like from 1 o'clock to 3 o'clock, I'm going to be in the other room reading С часа до 3 я буду в отдельной комнате, я буду читать. or working. So please don't bother me from 1 to 3. Пожалуйста, с часа до 3 мое время. Okay, and then your wife has her time and her place. Свое время и свое место. Sometimes if you don't have that extra room, Иногда, если у вас нет отдельной комнаты, or if you have kids and the kids are taking up the extra room, или если у вас есть дети, и детям отдали отдельную комнату, you can both have private time at the same time in the same room, вы вдвоем можете оставить для себя место без детей в отдельном помещении. just by agreement. Просто оговорив это заранее. Okay, I'm going to read for this period of time. I'm not sure what you're going to do, but please enjoy yourself, do whatever you want to Мы do. будем в этой комнате без детей. Я буду в это время читать. Пожалуйста, найди себе занятия, но меня не трогай. Most important issue about that is not so much that you have the 2 hours, it's that you agree and you respect the 2 hours. Самое важное, не чтобы это длилось 120 минут, а чтобы второй человек нашел способ проявить уважение, не дергая вас в течение этого оговоренного заранее времени, говоря вам, я уважаю твои потребности. And that's part of the agreement in your new understanding of your relationship and your new marriage. Часть новой договоренности, часть нового контракта под названием «Наша новая семья, наш новый брак». Nothing easy about changing the rules of a marriage. Nothing easy. Ничего легкого нет в том, чтобы переписывать правила брака. Or even parents and children. Или даже отношения родитель-ребенок. A marriage and the grandparents, and the mother and father of the married couple. Супружеская пара и родители одной пары, родители одного супруга, родители второго супруга. All of those relationships are changed, especially if they're together. Все эти отношения меняются, в особенности, если они в замкнутом пространстве вместе. So as far as relationships are concerned, understand this is new. То есть с точки зрения отношений, хочу подчеркнуть, у вас новый брак, у вас новые We взаимодействия. can't do what we did. Продолжать в старом русле, делать то, что мы делали ранее, уже We need to talk about it and figure out how we're going to do this new relationship and how that's going to work. начать договариваться, начать обсуждать, ответить себе на вопрос, как мы собираемся жить по-новому. Roles will change. Роли изменятся. You know, for example, if the husband is used to coming home from work and being the boss, Раньше муж привык, приходя домой с работы, заходить на коне, он босс. well, he's not going to get to be the boss all the time if they're together, Но если они вместе под одной крышей 24 часа в сутки, он не сможет быть на коне 24 часа в сутки. because the woman in the home has been the boss all day long. Но потому что женщина, которая еще и сидит дома на протяжении энного количества времени, была боссом дома. And so that's her home.
Это ее царство, и она там босс. So most of the time they're nice to the husbands and they let the husbands think they're the boss and think they're important when they come home from work. А в большей части ситуации жена позволяет мужу чувствовать себя важным, она не разочаровывает его, она дает ему возможность сохранять And the иллюзию, husbands are happy with что that. он Okay, хозяин в I'm the доме, boss. да, я босс, я босс. Okay, but the women know who's really the boss. Но женщины знают, кто на самом деле босс. If you're stuck together, А если вы застряли, oh, that game falls apart in a hurry. эта игра очень быстро начинает разлазиться по швам. So you're going to have to divide up who's the boss of what. Вам придется начать выписывать мое королевство, твое королевство. So, make sense? Понятно, о чем речь? Очень круто, спасибо, Фрэнк. Я прям очень хочется даже перебить и сказать что-то, что вот, ну, действительно у меня вот работает, и что я себе уже применю, но я молчу, потому что хочется больше узнать. I can say that's really Good and I for heard you. it too late. Yeah, good for you. Good for you. Yeah. Okay. So, if there's kids involved, Если речь идет о детях, если в семье есть дети, everything gets more important and more complex in a hurry. все становится гораздо с большим количеством уровней, более комплексные моменты, и намного важнее все это делать. Kids anywhere from 10 years old or younger are pretty fragile in that situation. Дети от 10-летнего возраста и младше становятся гораздо более подвержены последствиям подобного рода недомолвок, да? They won't be able to understand what's happening. Они не смогут понять, что происходит. And they'll hear the news and they'll hear the mommy and daddy talk and so forth. Что-то они услышат в новостях, где-то они услышат обрывки разговора мамы и папы. And they'll be scared. Первое – страх. Maybe I'll die. Maybe Кто-то умрет, mommy or может, daddy я will умру, die. может, Maybe, мама, папа умирают. you know, and so they're going to be scared. And if the people in the house are listening to the news, the kids are going to hear it. Дети будут испытывать чувство страха. И если кто-либо включает в семье новости, дети рано или поздно новости услышат. This next 4 or 5 months that we're going to have are going to be critical for the long-term psychological health of children. Very, very critical. 4-5 месяцев будут предопределяющими в том, насколько психологически здоровым будут дети впоследствии. Очень многое определяет следующие 4-5 месяцев. Adults are going to have plenty of trouble from this time, psychological trouble. But we know what to do with that, and the adults can follow directions and so forth. Kids can't do that. Взрослые не смогут не жить уже с определенного рода воздействиями, последствиями для их психики. Но что делать с взрослыми мы знаем. Взрослому можно дать инструкцию и сказать, выполняй вот эти действия, следуй вот этим шагам, и Would you like to hear a little bit about kids? What's the responsibility if we have kids? Руслан, по детям продолжим сегодня. Что делать относительно детей в этих запутанных ситуациях? Ну, может быть, какой-нибудь такой лайфхак какой-нибудь один, да, и потом можем дальше двинуться. Like a trick of some kind, a secret. Yeah, here's the secret, the simple secret. Простой секрет заключается в следующем. Kids depend upon parents for 3 things. Ребенок зависит от родителей в 3 вещах. And these 3 things are absolutely necessary, especially for younger kids. И они абсолютно важны, в особенности для детей более младшего возраста. And this problem we're having now challenges all 3 of those. Та проблема, которая у нас возникает сейчас, она начинает расшатывать фундамент в каждом из этих 3 столпов. First, they need safety or stability. They need their life situation stable. Первое, в чем нуждается ребенок, ситуация, в которой я живу, предсказуема, я ощущаю почву под ногами, ничего не угрожает, в моей жизни присутствует стабильность. My home is my home, and I can depend on that. Мой дом – это мой дом, и ничто не ставит это под вопрос. First. Second, Первое. Второе. they need to know that they're loved, Ребенок должен знать, что его любят. no matter what. Что бы ни происходило, меня все равно будут любить. And so that's absolutely important. Это невероятно важно. Third, Третье. they're going to have to know that they're capable and that they'll be able to accomplish their life goals. Ребенок должен выйти из своего отрочества с убеждением, если я ставлю перед собой цель, прикладываю усилия, я все равно туда доберусь. 2 of those are severely challenged right now. На сегодняшний день вот эта первая опора и вторая, они под очень большим вопросом. Their understanding of stability has been ripped from them. Понимание, ощущение стабильности было просто оторвано от них. Their whole life structure has been changed. Вся их структура жизни поменялась. And that terrifies children. А детей это пугает невероятно.
The second thing they have to know that the world is okay, that I'm going to be okay, that everything's going to be fine, and I'm going to grow up to be what I want to be. Еще один момент, с которым который ребенок должен вынести из своего детства: мир — дружелюбное место, мне ничто не угрожает, я могу выходить в мир и двигаться в нем. That's being torn away from them. Это у них забрали. The other one is so important now. Второе, оставшееся сейчас, становится настолько более важным. That they are loved no matter what. Они должны незыблемо верить и ощущать, что бы я ни вытворил, меня все равно кто-нибудь будет любить. Okay, now how do they know that? Как ребенок может это узнать? They know that if the parents are calm. Когда мама и папа уравновешенные люди. If the parents are not arguing with each other. Если они становятся свидетелями разборок между мамой и папой. If the parents are spending gentle, calm, comfortable time holding their kids or talking to their kids. Если в жизни ребенка возникает ситуация, где мама или папа способны спокойно с ними посидеть, пообщаться, в спокойном уравновешенном состоянии, обнять. If the parents are afraid. Если родители испуганы, if they're afraid of what's going on in the world, если они боятся, что будет завтра, что там в мире происходит, if they're uncomfortable with each other because they haven't settled their new relationship, если родители между собой не договорились, что мы делаем с этой новой для нас жизнью, that's a third strike for kids. Для ребенка это вылет, да, третий страйк. Everything in the world that's important to them is taken away. Выбивает третью основу. Все, что невероятно многое значит для ребенка в его или ее жизни, они этого лишены. They'll act out, they'll cause problems, they'll get sick. У детей начинаются истерики, они начинают что-то ломать, бить, крушить, становятся неуправляемыми детьми. Там разбили, там поломали. They'll cry for no reason. Истерики, слезы без чего бы то ни было. They'll want the total attention of one of the parents 24 hours a day. Они начинают требовать абсолютное, тотальное присутствие в своей жизни, выбирая себе одного из родителей, который должен с ними быть рядом постоянно, что бы ни происходило. Those parents need to talk about that when this is finished, everything will be fine, everything will be wonderful, and they need to talk about that as if they believe it. Родители должны начать озвучивать фразы, которые предполагают: это всего лишь период, ситуация изменится, так будет не всегда, это временное. И в тот момент, когда родители открывают рот и произносят: жизнь наладится, это временно, они должны быть похожи на людей, которые в это верят. This time will finish. Этот период пройдет. Everything will be fine. Жизнь наладится, все будет хорошо. Okay. And mommy and daddy love each other, and they're happy with each other. Мама и папа все равно друг друга любят. Мама и папа очень рады, что они вместе. And the kids see the beauty of that relationship between the two of them. Чтобы они увидели красоту отношений отца и матери. And their world will settle. И пыль уляжется, их мир снова, да, станет стабильным. And it's incredibly important that parents understand that. Невероятно важно для родителей понимать все вышесказанное. The parents are the center of the world for the children. Для ребенка отец и мать — это внутренний стержень на всю жизнь. And it doesn't matter what the parents say, it matters what the parents do. Что, какие слова произносят мама и папа, ничего не меняет. То, как они жили, становится стержнем для ребенка. Especially how the two parents treat each other. В особенности микромодель отношения мой отец и моя мать становится проекцией последующих пониманий, каковы отношения с мужчиной и женщиной. Parents that are not happy with each other, parents that are fighting, parents that are talking badly with each other, that is the worst thing that can happen to a child in this situation. В такой ситуации, стать свидетелем ситуации, где мама и папа недовольны, огрызаются, ноют, скандалят, выясняют отношения, показывают недовольство друг другом, по-хамски друг с другом взаимодействуют, худшее, посреди чего может ребенок находиться на протяжении карантина. Those children need two things. Детям нужны from their parents in this situation. В карантинной ситуации две вещи. They need the parents to be happy with each other. Мама и папа, которые рады, что они выбрали друг друга. And optimistic about the future. И которые с оптимизмом смотрят в будущее. Everything else can be dealt with. Со всем остальным можно впоследствии разобраться. If the parents will let the kids have those two realities in their life. Если мама и папа способны подарить своему ребенку вот эти две аксиомы по жизни. It's the kids are going to get burnt the worst if the parents aren't able to give them what they need. Когда родители не отдают то, с чем они должны отпустить их в мир, самые важные, незыблемые вещи,
расплачиваются последствиями родителей, а именно дети. The next 6 months we're going to have a whole lot of damaged kids, and those kids will be damaged for the rest of their life. Последующие за карантином 6 месяцев будут дети, которые выйдут с определенным негативным багажом по жизни, которые должны будут впоследствии разбирать его на протяжении долгого количества времени. You can't take those 3 things away from a kid for 6 months and expect that not to damage them severely. Помещая ребенка в ситуацию, в среду, где ребенок лишен этих 3 самых важных опор, 3 самых значимых для него вещей, и ожидать, что ребенок выйдет из такой семьи без вреда, без урона, нереально. Make sense? Понятно? Да, очень круто, спасибо, Фрэнк. И я вот смотрю на те тезисы, которые мы с тобой вот перед встречей как раз обсуждали. И вот здесь один из первых тезисов – это состояние ума. Именно вообще состояние и управление состоянием. Я вот, несмотря на то, что, там, как говорил, да, там много себе вопросов каждый день благодаря тебе задаю, каждый день там отвечаю своему сервису и трекаю свое состояние, и там медитирую много и так далее, но буквально на днях я понял, что у меня было несколько дней, я был вообще не в правильном состоянии. Ну, то есть, да, и так круто, что я это быстро осознал и выключил это. Вот, но... И мне бы, да, спасибо. Мне бы хотелось, вот я от тебя очень много интересных техник узнал, я бы вот с удовольствием, послушал, как вот ты рекомендуешь сегодня работать со своими состояниями, да, когда вот давит что-то, да, то есть сейчас, потому что на предпринимателей, у нас наши, как бы, зрители, они в основном предприниматели, сейчас вот давят со всех сторон, да, там, и там арендаторы, арендодатели, клиенты, поставщики, там, сотрудники, органы, там, ситуации в мире, курс доллара, курс нефти, неопределенность, то есть очень много всего и одновременно давит. И, соответственно, вот это все, и ты такой думаешь, и что делать, и, то есть, вот я сам тоже, да, то есть иногда, хоть и там я так всегда, уверен, и все равно бывает момент, когда ты все равно как-то теряешься, да, там, и думаешь, так, что делать, да, там. Right. Но в целом интересно, вот, чтобы ты поделился своими инструментами, чтобы я еще быстрее мог преодолевать вот эти свои внутренние кризисные моменты. Sure. Конечно. What we call states or attitudes or moods. То, что мы называем, у меня состояние такое, да, у меня сегодня нет настроения, мы говорим, да, или человек с негативным взглядом на жизнь, да, мы описываем. Kind of the fancy name for what we call a state of mind. То, что мы так изощренно все это обычно называем психологией, состояние человека, самое распространенное для человека состояние. What happens to human beings is that most of us have somewhere between 6 and 10 different common moods. Что происходит с людьми на протяжении жизни? Они вырабатывают для себя диапазон из самых привычных для них, там, 6-10 привычных состояний и настроений. And what most people don't understand is that each mood, as you shift from different moods, brings with it a whole very, very strong pattern of thoughts. В тот момент, когда вы впадаете в определенное состояние, в этом состоянии находясь, вы способны принять только те решения, которые как определенный набор клавиш, да, доступен только в этой октаве. And actions. И, соответственно, действия, которые в состоянии сделать из этого диапазона состояния. Maybe a simple example. Может, простой пример. If I'm mad Если я в бешенстве, and I'm talking to somebody, я начинаю в бешенстве с кем-то then разговаривать, I'm thinking certain things about that person very probably. большая вероятность того, что я о том собеседнике подумаю именно определенные вещи. I'm probably saying some things to myself that are not particularly nice about that person. Вероятнее всего, говорю себе в своем мысленном диалоге не самые лучшие имена для этого человека. And my choices in behavior are very limited. Диапазон решений, которые я в состоянии принять, и те действия, которые ждут моего оппонента, абсолютно ограничен. I can argue with them. Либо устроить спор, I can ignore them. либо игнорировать, I can tell them they're stupid. либо сказать, что человек дурак, I can walk away. либо развернуться и выйти. Because if I'm mad, I only have a certain group of behaviors that are possible. Потому что когда я в состоянии, я злюсь, у меня есть только ограниченный диапазон опций. And those behaviors are supported by my thoughts that go along with that mood. И, соответственно, все мои действия, которым я испытываю побуждение, они выходят только из этого диапазона, из этого туннеля. Now imagine if I'm sad.
Теперь постарайтесь себе представить, and I'm я talking to the same person. впал в состояние, я грущу. Я разговариваю с тем же человеком. My thoughts are completely different. У меня совершенно другой набор мыслей. Okay. The things I'm going to be saying to myself about that person are going to be very different. Те вещи, которые я буду в своем внутреннем диалоге использовать, чтобы описать своего собеседника, совершенно другие. And my choices and behavior are going to be very different. И решения, выбор, поступки тоже будут в своем совершенно ином, где ограниченном When I'm sad, I would never tell them they're stupid. It doesn't make any sense. It doesn't fit. ограниченном диапазоне. Когда я впадаю в состояние «я грущу», я никогда не назову человека идиотом. Okay. Так нельзя. Okay. Это же не идиот. So, Соответственно, different states bring with them different thoughts and different behaviors. различный набор состояний, в зависимости от состояния, оставляют человеку только этот диапазон решений, действий и выбора. Husbands are very good at recognizing wives' states. Мужья профессионалы, кто как быстро считывать, в каком состоянии сейчас жена. Фрэнк, спасибо тебе. У меня прям сейчас жетончик упал, и я вообще сейчас, понял. Good. Да. То есть реально получается, из-за того, что мы определенное состояние для себя только вот определили, мы потом не можем какие-то иные получить, а просто меняемся между этими состояниями. А на что-то новое у нас не хватает. Какие-то такие шаблоны, представления, стереотипные состояния, как я себя чувствую, когда мне хорошо, как я себя чувствую, когда мне плохо и так далее. То есть очень крутая история. Очень крутая. Фрэнк, есть у тебя буквально минутка, я могу показать, как я сейчас вот как раз свой экран расшарить, могу показать, как я настроил свой сервис на себя и показал бы, как ты бы мне подсказал, насколько я правильно, неправильно делаю относительно того, как я себе вопросы задаю. Я прям покажу вчерашний отчет, и мне очень интересно получить твою обратную связь. Sure, of Я course. сейчас на экран сейчас выведу. Так. И мне просто вот интересно, насколько ты считаешь такой подход вообще верный, правильный и так далее. Вот смотри, это вот, Пока не видно, видно только чат. Верни, пожалуйста. А это вот как раз чат и есть. Я сейчас чат хочу показать. Ага, вижу. На рекламу, все. Там был список. Да. Окей. Да, смотри, вот, то есть, что происходит? Вот если посмотреть вот именно на этот чат, здесь история моих сообщений, которые были вот буквально, вот я засыпал 00:45, вот прямо перед сном 00:45, я отвечал на этот вопрос сам для себя. Но вчера поздно лег, потому что работы много было. Вот первый вопрос. Какую ситуацию мы сегодня разберем, да? Значит, я себе отвечаю негатив утром, потому что я вспомнил, что утром я проснулся, и у меня было такое состояние, знаешь, очень такое, я из-за того, что тоже поздно лег, там вот реально кажется, все, конец света, такая какая-то внутренняя такая паника, то есть конкретный прям такой депрессивчик. Вот. Я с этим проснулся, но благодаря тому, что я у тебя выучил, я это быстро научился выключать. То есть у всех бывает, самое главное, то есть, быстро осознавать и выключать. Я каждый день себя убеждаю, что мир отдельно от меня, а я отдельно от мира. Я способен выбирать, как я буду реагировать на те ситуации, которые мне мир дает. Да? То есть я способен выбирать. Во время медитации. Вот, если вернуться вот к тому, что было утром, вот я пишу негатив утром, это я как раз вспомнил ту ситуацию, которая вот на меня давила, вот это такое депрессивное состояние. Потом я спрашиваю, какие мысли приходят тебе, когда возникла ситуация? Я себе отвечаю, что давит, я чувствовал давление, у меня, я из-за чего чувствовал? Я чувствовал, что так, я и тем что-то должен, и этим, и здесь, и с тем я тут я вот чувствую, что это давление на меня, и вот эти мысли, что вот тому я должен, и это. Потом я себе задаю вопрос, какие чувства ты сегодня испытывал, когда ситуация произошла? Я пишу раздражение, какие ощущения в теле ты испытывал, когда случилась ситуация, тонус, да, там, был такой тонус напряжения такой негативный, да, там. Но самое главное, что дает вот эта вот ретроспектива каждого дня, она просто закидывает меня в прошлое и помогает мне анализировать какие-то конкретные ситуации. И как бы я таким образом учусь на своем опыте, получается. Вот. Дальше получается. Как ты думаешь, на каком уровне осознанности ты был по книге «Лидеры племя»? Это вот мне очень нравится книга. Я не знаю, как она. «Лидеры племя». Как она по-английски, не знаешь? Не, Руслан, нет. «Leader in the Tribe». Всего, да. Да, вот эта книга. Я вот тоже, я вот себя спрашиваю, из какого я действовал, получается, уровня осознанности племен, как описал этот автор, да, то есть, и вот отвечаю на себе, да, то есть, я честно себе, говорю, что если я был в этом процессе, состоянии какой-то, условно, там, меркантильный или что-то еще, я себе пишу в отчет. Я в это время вот испытывал и из какого мотива двигался. Просто чтобы себе дать отчет в этом. То есть, зафиксировать факт.
чтобы в следующий раз, когда будет похожая ситуация, я мог действовать по-другому. Вот, соответственно, после этого... Хорошо. Да, потом, значит, какой вывод можно сделать из ситуации? Ну, здесь я пишу, чему я научился, да, там, благодаря этой ситуации. Как ты считаешь, какая метапрограмма была у тебя, когда произошла эта ситуация? Я вот про активность, да, там написал. Ну, там, причем у меня предвыборно сразу все метапрограммы я запрограммировал просто, и как бы можно выбрать. Потом, как ты считаешь, в каком-то глубинном мотиве? Было ли нарушение метамодели? Ну, то есть я тоже анализирую из тех метамоделей. Я не так их классно выучил, как хотелось бы, но некоторые из них я вот вспоминаю, и когда вижу у себя какие-то нарушения, я пишу, чтобы в будущем четко себя давать и не увлекаться в какие-то истории. Да, потом я себя спрашиваю, на каком уровне ты был. Я себя разделяю всегда на уровне, что я могу быть в текучке, я могу управлять процессами, или я могу быть над процессами. То есть создавать процессы, помогать, чтобы люди потом по процессам работали. То есть я себе задаю вопрос, где я был больше в текучке, управлял процессами или работал над процессами. То есть моя задача, цель, чтобы больше всего времени я работал над процессами, а не управлял процессами, тем более не в текучке находился. Ну, то есть для этого мне очень важно, ну, каждый день я на себе тоже такой вопрос, короче, ну, задаю. Потом я спрашиваю себя, что стало триггером. Это помнишь? Триггер, тест 1, тест 2 и выход, да? Я эту ситуацию разбираю через триггер, да, вот я вспоминаю, какой был триггер, и вот отвечаю себе на вопрос, не выспался, напряжение, стресс, давление, что было тестом 1. Я себе пишу, вот это негативное состояние, вот которое я начал испытывать, это был тест 1, да, там. Потом я спрашиваю, что было тест 2. Это вот когда я осознал, что я в негативе нахожусь, это был тест 2, что я осознал, и вот, ну, что я сейчас негативный, да. И потом я пишу себе, да, там, как я вышел из этой ситуации. Ну, и чаще всего я выхожу с помощью метафоры, ну, то есть, который тоже там учился на там, тренингах НЛП, в том числе у тебя, да, там. То есть, представляя себе этот негатив какой-то, и просто его как бы выключаешь. Да. Ну, то есть я это так как часто делаю, у меня уже это все лучше получается, и как бы все больше давление получается. Потому что, на мой взгляд, на самом деле, мой результат зависит от того, какое давление я могу, по сути, выдерживать, да, то есть. Взять, да, Русик? Да, ну, то есть напрямую зависит. А это же давление, оно же на самом деле это виртуальная вещь, которую мы себе придумали, это давление. На самом деле, ну, даже если что-то в мире происходит, это твое отношение к этим ситуациям, а не ты так сам, ну, то есть действительно, да, там где-то вот. Потому что все это такая относительная величина, и, то есть моя задача просто вот, ну, пробовать себя настраивать вот на эту историю с помощью этой штуки. Потом я, ну, с чем был выход, потом, соответственно, рефрейминг я мог бы использовать. В какой роли я был по Вирджинии сатир, я вот себе тоже, да, задаю. То есть я здесь обвинял, или я здесь там был каким-то там как бы занудой, там каким-то программирующим, да, там, либо я был, ну, то есть каким-то выравнивателем. Я тут понял, что когда я себя осознал, я сразу, ну, себя начал как бы как выравниватель. То есть у меня не было такого, что, это то плохо, там, тот виноват, этот виноват. То есть у меня не было вот этого как бы обвинителя во мне, а был именно выравниватель, такой, так, состояние есть, надо с ним что-то сделать, надо его убрать. То есть, ну, конструктивно. Но бывает, я, кстати, очень редко, я бешу, ну, где-то в других. Чаще всего из-за того, что я просто фокус на этом держу, получается. Значит, когда я сейчас осознаю триггер, который меня зацепил, могу ли я сказать, что могу в будущем поступить по-другому? Ну, то есть я просто себе говорю, да или нет. Потом я задаю себе, куда потратил силу воли. Потом, значит, спрашиваю себя, учил ли я английский вчера, да, то есть это каждый день просто, чтобы фокус, да, там, сам себе просто отчет давать, я это делал или не делал. Ну, то есть это как бы тоже, да, то есть я как бы на важных вещах. Потом, какой вывод дня я сделал, и этот вывод, когда я пишу себе, его видят все члены моей команды. Потом я сам оцениваю себя по 10-бальной шкале, как я день прожил, насколько эффективно. Ну, вот я вчера считаю, что я эффективно прожил, не всегда 10, да, там. Потом я здесь же отвечаю на вопрос, что моя одна вещь на завтра, какое-то одно главное дело, вот, которое я должен сделать, и что в остальном у меня на завтра, чтобы я мог просто, ну, с вечера настроиться на следующий день, да, там. Ну, и потом спрашиваю, как у меня там медитации прошли, дыхательные практики. Я сейчас новые, я просто в режим ввожу новые определенные, ну, там, регламент, какие-то вещи. Я специально недавно добавил вопрос для того, чтобы, соответственно, эту штуку делать. Вот смотри, у меня какой главный вопрос? Вот смотри, как это все вообще настраивается, да? Значит, я тебе покажу. Мне интересна твоя обратная связь, пользуясь случаем, да? По идее, вот все, что мы с тобой обсуждали, можно внедрять через этот сервис. Fantastic.
например, там, ну, вот мы придумали какой-то алгоритм вопросов, и в зависимости от вопросов, как люди будут, соответственно, ну, какие дальше будут вопросы и какие дальше будут подвод, какой контент им будет даваться и так далее, и так далее. Ну, то есть, и все это вопросы можно просто человеку ввести. По сути, это как такой виртуальный ассистент, который уже знает, ну, как бы, которые ответы могут сделать, либо он открытые вопросы задает. И таким образом, с помощью этого ассистента можно, соответственно, оказывать помощь психологическую, ну, сразу большому количеству людей. Потому что некоторую помощь ты окажешь через этот ассистент, получается, автоматически, потому что ассистент понимает, что если, например, у тебя там болит голова, то нужно выпить вот такую таблетку, ну, то есть какие-то элементарные. И только если уже у человека какие-то там возникают, ну, глубокие такие, то есть это какой-то виртуальный, то есть тоже психолог, который живой эксперт, сидит, смотрит и видит эти триггеры, ну, то есть может оказывать, по идее, вот большее количество большему людей одновременно, да, то есть это вот, ну, снимает просто частично нагрузку на, вот, на такого вот специалиста. Поэтому мне было бы потенциально в будущем тоже интересно, потому что я с помощью этой логики сейчас описываю работу своей организации, по сути, получается, что вот этот же ассистент, я бы сейчас показал, просто я сейчас пытаюсь, короче, загрузить сервис, почему-то он не загружается, не знаю, видимо, из-за того, что сейчас с интернетом не все хорошо, вот. Поэтому я, ну, не суть покажу потом отдельно, да, то есть, но то, что я сейчас делаю с помощью этого сервиса, по сути, да, я делаю такого ассистента, который за руку ведет человека внутри организации с момента его найма. То есть, вот смотри, например, человек хочет устроиться на работу, ему кидает ссылку на, получается, наш ассистент, ассистент проводит собеседование, ответы, которые получается, ну, дает кандидат, получает команда, которая занимается HR, принимает решение прямо через ассистента кнопку типа приглашать на собеседование или нет, по 10-бальной шкале оцени, насколько ты думаешь, что он подходит и так далее. То есть, по сути, быстрые совещания происходят виртуальные, без встречи, и принимается решение, ну, мы встречаемся с этим человеком или не встречаемся. Если встречаемся, то автоматически получает уведомление приглашения, он приходит, если его берут, его дальше ассистент начинает вводить, обучать его, он ему кидает видео, берет у него тестирование, принимает у него зачеты и, соответственно, подготовит его к работе, да, там, со всеми книгами, принципами там, и так далее, да, там отписано, все это он проводит его через это. После этого этот ассистент погружает его в регулярные метрики в его роли. Например, если он продавец, то есть какие-то целевые показатели дневные. Там, например, количество разговоров, количество выставленных счетов, количество продаж, количество наборов. У него каждый день ему помогает собирать эти метрики и показывать ему, насколько он эффективно прожил каждый день. Вот. И потом, соответственно, он там же может проводить вот эти все перформанс-ревью и планы личного развития, ну, по аналогичному же вот, ну, алгоритму, да, то есть запрограммировал заранее. И, соответственно, там же можно внедрять, ну, очень много разных штук и, соответственно, полностью автоматизировать вот через такой способ, через ассистента виртуального, который в нужное время, в зависимости от контекста, дает тебе нужный материал, вот, и задает правильный вопрос для того, чтобы ты мог, ну, эффективно двигаться. Вот, поэтому вот такую штуку я сейчас тоже делаю. Я хочу сделать там презентацию более подробную уже на следующей неделе, показать, как все это работает. И, то есть, вот, и мне было бы интересно, возможно, тоже как-то с тобой посотрудничать, возможно, да, может быть, даже как-то очень плотно, потому что я вижу, что вот по идее то, что мы сейчас делаем, мы оцифровываем компетенцию. Вот, и, соответственно, мы эту компетенцию передаем уже соответственному алгоритму определенному, и таким образом, то есть с помощью, ну, именно ну, какой-то компетенции могут одновременно пользоваться гораздо больше людей за меньшие деньги. Вот, поэтому я бы с удовольствием с тобой тоже по возможности какой-то устроил мозговой штурм, как мы могли бы там вместе и для организации как-то штуки вот эти все доработать, и для просто людей, может быть, каких-то для твоих проектов, я с удовольствием. Ну, я тебе просто говорю, пользуйся. Он говорит, осторожно, ты меня уговоришь прилететь в Санта-Крус, если ты не будешь осторожен. Я очень буду рад, да, если ты прилетишь. Я как раз туда сейчас тоже еду, уже в мае, скорее всего. Алина там присмотрела. Вот, поэтому я думаю, да, там повезти. Вот расскажи вообще, вот, Фрэнк, я тебе рассказал специально, потому что у нас не так, на самом деле, много времени общаться, ну, то есть мы с тобой, вот, я поэтому пользуюсь прям случаем в прямом эфире у тебя спрошу, что ты думаешь о таком подходе и вот, ну, о том, что возможно так автоматизировать
управление своим вниманием, управление своим состоянием, понимаешь? То есть главная задача этого сервиса – это помогать управлять своим вниманием, чтобы в нужное время тебе давал нужный вопрос или какая-то нужная информация, чтобы ты вовремя задумался о чем-то, что для тебя действительно важно. Absolutely, yeah. I can give you a rundown on that very easily, I think. What most people need to understand is the algorithm that you gave us. It's long, it's a little bit complicated, and it's very specific. It's very, very well thought out, step by step, and it's really very, very good. And when people hear that, they're going to think, oh my God, this is complicated and it's difficult to remember all those things and so forth. And some people will say, well, maybe Ruslan could do that, but I don't think I could ever do that. That was too difficult or too this or that, right? Well, what I hope the people listening to us will understand is that we are already doing that. But we're doing that now to be unhappy, or we're doing that now to be afraid. Sorry. То, что необходимо сейчас ребятам, которые нас слушают, да, нашей аудитории понять, да, то есть Руслан вложил большое количество времени, показал нам все в огромном количестве деталей, там большое количество шагов, да, у большого количества людей сейчас, слушающих тебя, нашей аудитории, они попадут под искушение и сказать, наверное, Руслан, он такой умный, для него это все работает, это он смог, а вот это не для таких, как я, у меня не получится, а куда же там мне? Ситуация заключается в следующем. Вы уже это делаете, вы уже проходите эти шаги, вы уже задаете себе эти вопросы, у вас уже имеет место этот внутренний диалог, вы уже отвечаете себе на них, вы уже помещаете себя в эти ситуации, в зависимости от вопросов и от внутренних диалогов, отправляете себя дальше по этой спирали вниз. We are already that complicated. Мы уже до такой степени делаем большое количество таких сложных But вещей. we learned it little by little, step by step, over a period of years from our parents usually. Но обычно нас дрессировали прохождение вот этого большого количества сложных шагов вниз, как правило, мама и папа. And it includes memories of certain events, pictures that we see, feelings that we have, comments that we make to ourselves about all of those things, piece by piece, step by step. Вот точно в таком же виде, в котором ты сейчас показал, да, в ассистенте, шаг этот ведет к этому, после этого этот, у нас возникает воспоминания из прошлого, комментарии, которые я слышал, что я себе говорю в тот момент, когда я захожу в это состояние, как я реагирую, в какой я впадаю там, в депрессию, или же наоборот прихожу в восторг, как я себя оцениваю по шкале, мы уже это делаем у себя в голове, пошагово, бум-бум-бум, прошли. So exactly what you're talking about, we're already doing. В точности те вещи, которые ты озвучил один за вторым, мы уже это делаем. But because we learned it by accident, and because we learned it step by step over a period of many years, we don't notice how complex it is and how powerful it is. Но учитывая, что это все с детства мы делали, учитывая, что это мы привыкли, учитывая, что нас дрессировали в этот навык, и учитывая, что это все так незаметно, нам кажется, что мы этого не делаем. Now, if a person uses the strategy like you use, теперь, если человеческое существо изучит подобную стратегию и начинает применять так, как ты сейчас описал, when they're first learning it, it's going to be difficult to remember all the steps, and they're going to have to read them. Первая попытка человека начать мыслить по схеме, которую ты прописал в ассистенте, такое ощущение, что тебя усадили в первый день на велосипед, куда же поворачивать, как с него не упасть, как этот педаль. But a year later, проходит год, you'll do it like you've been doing it all your life and not even notice it. Ты это делаешь так, как будто ты всю жизнь только этим и занимался и даже не замечаешь. And you'll just think of yourself as a skillful thinker of positive results and positive resources. Все, и тебе начинает казаться, что ты родился чемпионом, что ты всегда принимал решения трезво, здраво, из правильных состояний и получал желаемый результат, к которому методично подготовился. Think of when you drive a car. Представь себе, ты новый водитель. And you have your hand on the wheel. Эта рука у тебя на... And every time you move the wheel, you just saved your life. Каждая коррекция руля спасает тебе жизнь. But you're looking at 5 or 6 different inputs. У тебя 5-6 автоматически параллельных раздражителей. You're making incredibly sophisticated and important decisions about all those different sources of information. Ты принимаешь невероятно сложные требовательные решения, основываясь на каждом из раздражителей за доли секунды. And every one of those little movements saves your life. И каждое из больших движений рулем спасает тебе жизнь. And you can do that while you're talking to the person next to you about what you're going to have for lunch. Ты делаешь все вышеописанное, рядом с тобой, с соседом обсуждаешь, куда вы поедете ужинать. So that's what a human does, and that's how incredible we are.
вот что делает человек, и вот поэтому мы такие потрясающие. But we have to be careful. Но только надо быть очень осторожными, Because we're so good at doing that, учитывая, что мы доводим огромное количество вещей, that we can actually learn to do it very badly, and not badly, but very powerfully, to do a lot of damage to ourselves without realizing that we're learning it, especially when we're young. в состоянии автопилот, не замечая в силу привычки, мы точно так же начинаем закладывать в себя автоматически, не лишая себя выбора, большое количество негативных мыслей, решений, вещей. So most people spend a large portion of their life trying to undo the damage that was done to their mind by the time they were 12 or 13 years old. Огромное количество взрослых дядек и тетек тратят сумасшедшие деньги, годы терапии, годы жизни, чтобы впоследствии переделать то, во что их превратили мамы и папы. Now, what I'm very proud of you and glad for what you've done, because you've been able to take a set of tools that my friends and I built in the 70s and 80s and use those to reverse all of that damage and to reverse all of that craziness and to actually use your mind in the beautiful, powerful way it was designed to be used. Руслан, на самом деле, в качестве обратной связи могу тебе сказать, порадовал старика, бальзам на раны. Ты взял все эти модели, которые мы с друзьями обнаруживали, находили, пробовали, старались, да, собирали вместе, создали дисциплину, впоследствии постарались передать это людям, да, чтобы они могли изменить свою жизнь. Вот ты берешь, приносишь, раскладываешь мне сейчас, сидишь передо мной, показываешь, Фрэнк, вот как я меняю свою жизнь, вот как я меняю вот этого робота, живущего в привычке автопилот, да, и начинаю делать из себя человека, который пытается сделать свою жизнь лучше. And so I'm really happy about what you've accomplished for one thing. То есть первое, моя обратная связь тебе, да, очень горжусь тем, куда ты пришел по жизни. And I know that everybody listening right now has the ability to build in automatic positive resource thinking strategies. Каждое, что я хочу сказать ребятам, которые сейчас нас смотрят и слушают. Ребят, это не только Руслан. Каждый из вас может изучить инструменты, воспользоваться ресурсами, стратегиями, которые Руслан описывал, применив их к себе, и результаты не заставят себя ждать. But it's not simple and it's not magic. Да, не за один день, да, никакой волшебной таблетки, одной таблетки недостаточно. We're learning to be equal in thinking skills as the most successful people in America in recent history. Мы пытаемся сделать из себя те личности, которые равны были, да, лучшим умам, лучшим ученым, самым счастливым, самым успешным, самым чистым существам, жившим, да, в истории человечества. We're learning from the best in history. Мы учились у лучших, которых мы знали. What we did with NLP is make a set of explicit tools to help you do that accurately and quickly. Что я и ребята, в свою очередь, делали там в те еще годы, у тех людей задавали им подобные тебе вопросы и говорили, как ты туда пришел, как ты думаешь, что у тебя происходило, как ты себя оценил для того, чтобы быть тем, кто принимает такие решения, так реагирует, находится не в этих, а в тех состояниях. Most people take 30 to 40 years to grow up, and most of them never accomplish the goal. Это то, как мы создали НЛП, и то, чем НЛП являлось тогда, в те годы, с самого начала. Огромное количество людей грохивают свою жизнь на то, чтобы получить энное количество бумажек, сертификатов, степеней, похлопать себя по плечу, но очень грустные ребята по жизни и продолжают себе рассказывать, что они короли мира. We developed in NLP a set of skills. НЛП решила взять инструментарий, сохранить людям 30-40 лет блужданий. To allow us to do 40 years worth of accidental growth and turn it into 1 or 2 years worth of highly skillful systematic development. И не 40 лет ходить по пустыне своего воспитания, да, а вот карта, бери, иди, возьми систематично, следуй алгоритму, делай так, как тебе говорили другие. And you're doing wonderfully. I'm proud of you. Я очень тобой горжусь, Руслан, у тебя прекрасно получается. Спасибо большое, Фрэнк. Ну, на самом деле, я тебе хотел сказать, просто вот хотелось перебивать, что вот это не просто, как бы я к этому пришел, а это результат твоего труда, это точно, потому что вот на том тренинге, которым я был, я получил громадную мотивацию и разобраться в этом глубже, в том, что ты рассказал, вот о всех этих метапрограммах, метамоделях, вот во всем том, чтобы быстро уметь чувствовать самого себя, разобраться в самом себе, потому что я вот
я помню вот твою метафору, как ты говорил, что человек это как вот условно клавиатура, да, там, то есть вот, и, соответственно, то есть ты как бы обычно, если ты не разбираешь, как бы, да, там, в себе сам, то ты как будто развернутая клавиатура получается, и любой может прийти, нажать, и определенную, как бы, ударять, если ты не подготовлен, то есть любой может нажать и как бы вот на эту клавиатуру и вызвать там ребенок, там, жена, там и так далее. Я вот эту метафору. Я вот тогда задумался, а действительно, почему я должен реагировать на какие-то ситуации, ну, то есть так, как хотят другие? Почему я должен быть в рамках их ожиданий, того, как я должен поступать? Нет, это вопрос. И, ну, то есть, и я, когда начал эти инсайты ловить, я понял, что я хочу так жить, я не хочу только сейчас это понимать, я хочу всегда. Тогда был вопрос, а как это всегда понимать? Потому что ты какие-то тренинги прошел, и потом через время забыл. Я вот думал, как это применить, чтобы вот в ежедневный, самое главное, самое интересное. И сначала я эти вопросы в майндкарте рисовал, а потом как раз через наш сервис сам на себя запрограммировал. То есть я эти вопросы задавался, я просто рисую там карту, и каждый день вечером я садился с этой картой и как бы отвечал на эти вопросы, которые были нарисованы. Сейчас просто это автоматизировал, но более просто сделал для себя. И вообще я бы, конечно, по возможности, я не хочу больше твое время занимать, по возможности с тобой бы встретился, может быть, через неделю, какие-то тезисы, которые мы сегодня не успели, мы договорились. Мне очень понравилось. И я бы вот так вот, сейчас мы как раз вот свой продукт докрутим, выкатим, покажем, да, то есть я тебе покажу, расскажу. Я бы с удовольствием с тобой подумал, как можно вот, ну, какую-то экспертизу как раз твою упаковать в этот сервис в том числе, да, то есть и сделать его, ну, то есть доступным многим, да, то есть, потому что сейчас я вот хочу сделать начальный запуск на территории, соответственно, стран СНГ, России, да, а потом хочу работать уже начать в Америке, и тут гораздо более интересный рынок, и твоя компетенция здесь, я думаю, очень даже нужна, потому что я не вижу чего-то похожего. Но сейчас из похожих направлений, которые помогают ловить правильное состояние, это приложение типа Calm, который, по сути, как бы такой гид для медитации, да, вот. Но в основе своей, в сути, это просто набор аудиокниг, получается. Вот. Но эта компания сегодня стоит больше $1 миллиарда, оценивается. Потому что потребность у рынка большая в том, чтобы научиться управлять своими состояниями. А предложений толковых, автоматизированных, именно цифровых, пока нет. Ну, я пока не вижу каких-то простых таких и так далее. Поэтому я думаю, что было бы интересно попробовать вот сначала протестировать всю эту историю на русскоговорящем рынке, потому что здесь у нас уже есть аудитория, которая с удовольствием там даст нам обратную связь. А в Америке эту аудиторию надо будет еще покупать. Ну, потому что у меня нету аудитории пока, но поэтому я думаю, что если мы что-то сможем сделать на русскоязычном рынке, это очень будет, ну, понятно будет, как повторять это в Америке. Там другие принципы, другой менталитет, я все прекрасно понимаю, но нам самое главное сейчас понять, насколько мы можем действительно с помощью такого подхода и там условно коуча удаленного или там какого-то автоматизации можем людям помогать, насколько им это будет ценно, насколько это будет им интересно, вот, ну, вот именно вот личные, да. Понятно, что для организации это 100% работает, потому что мы внедрили в одном банке, это увеличило показатель на 20% за короткий срок, там, за месяц, да, там. Мы внедрили это там в одной производственной компании, тоже там управленческий состав делает ретроспективу для менеджмента, да, то есть там большая организация, производство оборудования для добычи нефти и газа. Мы внедрили это там в один банк тоже, да, еще один, да, там, страховую компанию, то есть видим, что даже без особо нашего там методологической помощи люди разбираются и сами что-то себе делают, и у них уже есть результаты. Я просто думаю, что если к этому инструменту подключить правильных методологов, самых крутых, таких как ты, это может быть интересный продукт, который можно очень как бы конкурентно предлагать, потому что объединение вот этой технологии и твоих знаний, оно может вместе дать очень прикольную историю, как мне кажется. Поэтому я бы тоже поговорил как-нибудь вот, на эту тему. Это было бы интересно. Спасибо. Да, спасибо вам, спасибо, Фрэнк, спасибо, Ольга, за перевод. Я очень надеюсь, что мы найдем время, может, через недельку еще встретимся по возможности. I'll be glad to join you whenever I can. Когда появится возможность, радости к тебе присоединиться. Thank you a lot. Ребят,
кто сейчас смотрит нас в прямом эфире, задавайте вопрос Фрэнку, подписывайтесь на наш канал. Вот, и к следующим нашим встречам, я думаю, мы, может быть, и начнем с ваших вопросов. Спасибо всем, что были с нами. Да, спасибо, Фрэнк. Пока-пока. Bye-bye.